Стройка бани у нас продолжается. И мы ее крышуем. Цепочка старая, зубья уже снашиваются. Есть одна манипуляция. Сточить ограничители. Саня сейчас сточил ограничители маленько. Но это для дикого пиления, конечно. Для дров, короче. Для дров, да, когда дрова пилят, там похрена. А для нашего, это сейчас вот мы хорошую цепочку наточим. Та просто старая, там уже зубья совсем. Ну, какую херню пилить, заодно наточили. Все, вот залили мы. Получается, это одна сторона у нас стены, Мауэрлат сюда лягет. Сейчас вот видите, шпильки маленько криво, но они все в бетоне встали. Почему мы сразу уехали отдыхать, когда залили армопояс? Потому что ничего не сделать, надо сейчас Мауэрлат ложить. Мауэрлат ложить, надо поправлять все шпильки, плюс все сюда ложить, подгонять. И, короче, если трогать шпильку в свежем бетоне, то есть однодневный, двухдневный, он может отслоиться от бетона. Отслоится, бетон потом засохнет, а шпилька держаться в нем уже не будет. Все, сейчас одеваем трубку и выравниваем их. Для таких стен, даже по технологии, как бы от 100 идет Мауэрлат, 100 мм, то есть толщина. Но можно собрать на полтиннике 50 мм, и он будет достаточно жесткий. Все, потому что стена капитальная, здесь залит армопояс, армопояс свою жесткость держит, и доска полтинник ее притянуть, все будет четко. Ну, с одним условием, что армопояс все в уровень залит, все хорошо. Если же какие-то изъяны, естественно, надо применять брус 150, чтобы выровнять под ноль. Импровизированные стены нашего. Макет. Будем на макете, как в детском саду, с игрушками играться. Вот у нас боковые стены, на которые закладывается Мауэрлат. Видите, не стал я ложить. Вот наш Мауэрлат. Если нам надо, выносные делать стропила, стропила, соответственно, Мауэрлат выносной, чтобы стропила сюда ставили. Есть такой. У нас такая крыша будет. То есть у нас стропила будет не с краю начинаться, а выносные вот сюда вот будут. 60 сантиметров. Делаем вперед их, выносим там, как надо, 60, да, допустим. Дальше замеряем диагонали у нас. Если какая-то диагональ убежала у дома чуть-чуть, есть такая возможность, повторно здесь замеряем диагонали. Или здесь делаем черточки контрольные, или если по краю Мауэрлат, то посюда делаем, да, по краям. Взяли диагональ, замерили, пымс, пымс, ширине выровняли. Мауэрлат это то же самое, как фундамент, только для крыши. Потом выгоняем по уровню. Для чего? Потому что если угол один просел, допустим, Мауэрлатом можно это сделать. Сделать подкладками, даже тупо, банально деревянными подкладками берем и, допустим, не знаю, под рукой нету, вот. И подкладываем подкладки под Мауэрлат. Качественные деревянные, не гнилушки какие-нибудь. На ней уже стропильная система вся собирается. Ну, короче, что, задвинул про Мауэрлат-то нормально, да? Я только сам не знаю, правда это или нет. Мне просто сегодня сон такой приснился. Я вам его рассказал. Поэтому это не учебное пособие и не правило к действию. Длина вот этой лапы, вот этого запила, длина должна быть не меньше двух длин вот этих вот. Брус положили боком, то есть не как он должен лежать, а боком. Сейчас размечаем, как нам надо шпильки где. Отсюда проходим, сверлим, потом поднимаем и одеваем. И прямо как он лежит, чуть-чуть смещаем, чтобы шпильки не попасть. И сверлим, потом поднимаем и одеваем. И одеваем. И вот так одеваем. На пенек. Не ровно по центру, чуть-чуть. Вот так вот, короче, могут. И если, допустим, брус потом в одной оси насверлить отверстие, то есть будет не совпадение. Поэтому каждую промеряем и уже на брусе потом отмечаем, на каком расстоянии, короче, это сверлится. Первый момент. Ну и подписываем здесь вот сразу на стене. Сейчас потому что гидроизоляцию положим, чтобы видно было. Вот в этом месте карандашиком замеряем и подписываем. У нас рулонная гидроизоляция, подороже взяли, она потолще. А по поводу жидкой гидроизоляции, то есть мастики всякие мазать или вот это, я ничего не могу сказать. Да, делают жидкую гидроизоляцию, мажут мастиками, делают эту. Какая из них лучше, что лучше, не знаю. Мы по старинке работаем, рулонная всегда разматываем, все.
Ну, вертолетик, чуть-чуть вертолетик. Ну, это сейчас все подтянется. Гаечками сейчас шайбы усиленные одеваем, большие. Гаечками все подтянем. Одеваем, подкручиваем. Сразу сильно все не затягиваем. Там тоже у нас еще гайки не одеты. Для чего? Сейчас оденем гайки, наживим, короче, подтянем маленько и начнем стрелять диагонали. То есть с этого на тот, ширины между ними пострельнем, ширину. Потому что пока на шпильках, шпильки у нас получается 12-е, отверстия на 14 сверлим. Чуть-чуть рассверлим у основания вот так вот сверлом, чтобы была возможность брус маленько вот так вот чик-чик двигать. И сюда пришли. Тут 675 также, все, без миллиметров, идеально все. Выгнали. И диагональ здесь 952,2 миллиметра. То есть на той стороне 952 с нулем, здесь 952,2. 2 миллиметра разница диагональ. Все, вот на вот этих 7 метрах 2 миллиметра, короче, даже больше двигать ничего не стали. Все, нас так устраивает, оставляем. Если этот, то вот этот. Если нет, то вот эти ставьте пальцы. Сейчас будем стелить лаги. Напилили, вот 11 штук у нас получилось. Вот накидали. Сейчас она пойдет на вторую сторону, пока пилить. Я эти буду устанавливать и временно прихватывать. Прихватывать временно на гвозди. Потом на уголки все это стянем еще. Для чего зазор оставили? А не для чего, как бы, не нужен тут. Потом можно было доски, подшивку потолка черновую сделать не вплотную к стене и это место запенить. Все тут хорошо пропенить. Здесь будет у нас фронтон, и это место заложится утеплителем. Здесь, чтобы чуть-чуть отодвинуть, чтобы качественно подшиться можно было все подлезть. Некоторые сюда залазят, потом, блин, не подлезть ничего никак. Вот так вот мы делаем. Ветер, чем выше, тем сильней. Маурлат лежит, средний тоже. Все закрепили, затянули. И тот с той стороны брус. Теперь бросали перемычки. Но это будет подшивка черного потолка, и между ними утепление будет. Вот так вот все это выглядит. И все дальнейшие размеры идутся все только от маурлата. Никакие стены уже сейчас во внимание ничего не берутся. Все от маурлата, все меряется. От бруса, между... Все. Если мы даже возьмем сейчас вот эту целую конструкцию, на 45 градусов развернем, все, и крышу соберем, она будет вот такая на бикрень, но она будет вся ровненькая, все, потому что у нее свои параллели, все свое. Заказчик потом будет тут с чердака прямо руку высовывать и веники рвать. И париться сразу. Появился столб. Под конек. И с той стороны. Ну и центральная опора. Все, низ у нас как бы закреплен, что низ уже у нас никуда не сползет, а верх качался. По уровню потом берем, по уровню. Во всех плоскостях выставляем и делаем распорки. То удобнее. Точно подогнали все до миллиметра, ничего никуда не сдвинется. Раз на саморезике. А когда уже закрепили все, видите, на гвозди проколотили. На гвозди проколотили. С краев тоже по саморезу, по гвоздю. Вот ниточку натянули. Все, и что там? Ну вот так вот примерно все у нас стоит. В этом деле главное остро заточенный карандаш и трезвый глаз. И ничего не надо. Не, на самом деле я шучу, на самом деле мы рулетками тоже все проверяем, контролем. Мы знаем размер 600, мы сейчас замерим вот этот размер, потом положим, еще промеряем все. Лучше каждый этап работ проверять 2-3 методами. Вот такая вот красота. Все на глаз, все на эмоциях. Эту сторону закрепили, положили в этом месте, состыковали брус. И от того края, короче, взяли рулеткой 8,20, 8,200, 8 метров, 20 сантиметров, короче, чирканули. Потом контрольно еще перемерили, все совпало вроде, плюс-минус полметра, и закрепились. Так, вот такой вид. Ничего, что-нибудь пойди
Стормошим, сколотим. Хрен его знает. Что туалеты колотили, что, неужели крышу не сколотим, а, Сана? Получается, 2 пары стропил спереди сделали, и 2 пары стропил сзаду. Закрепили, у нас теперь коньковый брус никуда не уведет, ничего, можно дополнительные распорки все убрать. И будем закладывать фронтон. Фронтон под стропила, как раз стропила поставили, оно же и линейка у нас будет. Стропила, линейка, грубо говоря. Закрепили 2 спереди и 2 сзади. Сразу эти на уголки крайне фигачим, эти просто пока временно. Теперь мы убрали распорочки, которые устанавливали временные, когда по уровню это бруста. Сейчас роль распорок у нас уже стропила играют, уже никуда он не завалится. Ну, от поперечной вот этой вот, от продольной тяги поперечной, какая? Хз, не знаю, как напишите, кто как правильно. Чтобы, короче, она ни туда еще не шаталась у нас. Вот эти дополнительно в середину фиганули. Пусть они тут будут. Здесь у нас освободили все убрать, чтобы ходить можно было. Короче, нам нужно сейчас закладывать фронтоны. Кто хочет узнать, как мы делаем их, как запиливаем, легко, быстро вот эти все подпиливаем, это, все углы вот эти, тринс-тринс. Расскажу, как мы делаем стропила. Именно вот эти запилки. Все, вторую сторону тоже заляпали, закидали. Сейчас замазываем. Фигня какая тут происходит-то. Штробы-то боковые. И клей из них все равно вылазит. Постоянно подмазом. Ну что ты там где? Долго еще? Давай спрыгивай. Ну что, как? Нормально. В ушах аж засвистело. Так быстрее, тут целый день зад-вперед бегаешь. Ногам хоть легче, проще. Ну. Пятку маленько отбил. Да ладно, лишь бы не копчик. Пропитываем стропила. Вчера же мы их нарезали в размер. Развели бодягу, химию какую-то. И там, короче, написано: наносить можно любыми средствами. Краскопультами, валиками, кисточками. Даже метелкой, короче. Короче, любыми, все. И все, мы что-то подумали, а что бы и нет, по бырику нам надо нанести. Сейчас контролируем, какими моментами. Или мы от этих стропил по центрам натягиваем нитку. И второй момент: от бруса, от этой части и до маурлата, там, ну, до той части, до внешней, замеряем размер с этой стороны и с той стороны, должен быть одинаковый. У нас 10 стропил, 10 пар, значит делим на 11. То есть количество расстояний у нас 11 между стропил. Всегда вот на этом путаются. Берут 10 стропил, делят на 10, получают цифру, начинают разметку, потом бах у них, опа, ничего себе, вырос бегемот, откуда? Ну и в общем, на расстояние на это на 11 разделили, 10 стропил, значит на одну больше, на 11. Затратили чуть больше времени, центра нашли сначала, потом раз 50 стропила, вот так вот все разметили. Чтобы стропило легло, контролировать с обоих сторон можно было. Ну и соответственно там также все разметили. Пам к разметке стропил. Так, обещано, как размечаем мы стропила. Мы, в общем, наше место, куда стропила ложится, видно. Центр бруса нашли. Все, смещаем, Саш, на тебя. Давай, еще. Хоп, хоп, хоп. Короче, брус может даже вот так вот в наклоне быть, или вот так вот чуть криво его уже ведет. Соответственно, если на эту часть ложится, вот на вот это место, сюда делаем уголок. Вот уголок поставили. О, фирму-то, блин, фирменный. Это не наш уголок, это все заказчика. Заказчик у нас Все не наш. подготовленный. Мы украдем у него. Не наш. Мы украдем у него его потом. Все, на центр поставили, который у нас галочка была здесь. И вводим сюда. На, Сана, чуть-чуть доску на меня далеко сдвинули. Вот так вот. Чиркаем. Вот, чиркал, блин. Сразу взялся, неудобно. Все, отметину сделали, тут начиркали, блин. Вертикаль. Вертикаль. Теперь делаем сразу тут заметку, как мы стропила поставили. Все относительно вот этого края, чтобы оно уже не сдвинулось, не дай бог. На всякий случай.
Прижимаем, шаблон берем какой-нибудь по высоте. То есть нам вот эту вот высоту надо сейчас вот от этой вот перенести сюда. Можно замерить сюда, вот эту величину перенести сюда. Но можно проще, любым шаблоном, чтобы вот эту перекрывало, допустим, тут 2 сантиметра, значит 2 или выше. Вот мы уровнем берем, делаем. Можем вот так вот, так не хватает. Значит вот так вот берем побольше чуть-чуть, пускай побольше. Отчиркиваем. Потом вот эту сторону прижимаем. Прижимаем. Отчекрыживаем. Вот этот запил вот у нас будет хоп, 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 готов. То есть вот эта часть у нас готова. Теперь нам нужно запилить ту часть. Разметку делают сразу, пока стоит на вот этом. Некоторые ошибку делают. Вот эту разметили, запилили, положили, пошли там размечать. Тот конец. Тот конец заметите, у вас потом, когда положите, тут вот убежит, загнется. Поэтому сразу равномерно все делаем. Внимательнее смотрим, чтобы вот эти не убежали. Ну что, может съехать чуть-чуть. Теперь что делаем? Все, я сверху размечаю. Смотрю за этим размером. Держу стропилину. Все, Сана, иди. Брат мой, только работаем с братьями. Если у вас нету брата, все, крыша не получится. Брат идет с той стороны. Делает такую же процедуру, просто прикладывает сверху черту, проводит. Хрясь, дерзко, нагло, цинично. Он уже процарапал, уже почти отрезал. И с внешней стороны. Хрясь, все. Вот этот уголок у нас получился, запил. Вот эта высота, вот каким делаете одним инструментом, допустим, вот в нашем случае уровень, что здесь, что там, одним и тем же делом. Ошибочно тоже некоторые делают. У одного в руках один уровень, у другого какая-нибудь полоска металлическая. Один тут 5 сантиметров отмерил, другой там 2 сантиметра. И получается стропила, когда ложите, ее перекашивать. Одним и тем же. То есть два одинаковых уровня или две каких-то полоски. Ну, дощечки, если строганные, хорошие, может дощечки. То есть высота одинаково срезается, что здесь, что там. Длину выноса, если знаем, можно сразу подрезать длину выноса и срезать там по уровню все стропила. Теперь стропила вот одно сделали, можно по этим стропилам как по шаблону фигачить другие, если у вас все точно. В нашем положении как бы так не получится, нам придется почти каждую замерять и каждую делать, потому что у нас брус идет с одной стороны 15, 150 миллиметров, с другой стороны уже 140. Плюс там супер пила пилила, там какая-то золотая фирма, не знаю, как называется. Вот так вот, короче, как бык нассал, он идет, вот брус сучковатый, он вот так вот. И вот эти разбеги там сразу в 5-7 миллиметров и могут нам злую шутку сыграть. Если мы все в один размер напилим и поставим, оно будет убегать. И у нас получится крыша как горбатая лошадь, как верблюд, короче, а не горбатая лошадь. А что, верблюд и есть горбатая лошадь? Циркуляркой, а так как она не до конца надрезает, остатки лобзиком. Конечно, морока, блин. А если сразу лобзиком резать, доска полтинник толстая, все равно низ полотна уводит, хоть как не режь. Поэтому получается не очень ровно. Хотя тут ровность не нужна, но все равно надо более-менее точно сделать. Все, до сюда. Все. Ну вот так вот получилось, стропила закреплена у нас. Вот это первое. Вот так вот выглядит все. Все, крепим на гвозди с двух сторон. Пымс-пымс. Ну и там тоже. Так, ну, фигня. Вот так вот турчик выглядит. Все в одной линии они срезаны. Вроде более-менее нормально, ровно, я считаю, как бы пойдет. Ну и здесь проколачиваем, потом на пластины.
с двух сторон. Вот пластины с двух сторон крепим на саморезы. Желтые, золотые, золотые. Очень дорогие саморезы. В долларах. С Америки нам привозят их. Короче, по 4 штуки. С одной стороны к армопо... все. По 4 штуки к Маурлату и 4 к стропилине. Крепим с двух сторон так. Потом еще пройдем на гвозди проколотим. Чук-чук-чук. Для пущей верочки-то. Гвозди по некоторым параметрам выигрывают саморезы. Саморезы выигрывают гвозди. Мы их дублируем всегда. Гвоздь, саморез, прым. И все, и это надежно, блин, как танк Т-34. Самое главное, нам нравится. Нам пофиг, как там заказчику нравится, не нравится. Самое главное, нам нравится. Нам нравится. А мы можем тяп-ляп сделать, и тоже будет нравиться, да? Все, в общем, на другую сторону начали собирать стропила. Тут все еще проще, блин. Тут даже вообще думать не надо. Там хоть думать надо было написано. Тут и думать-то не надо. Вот это у нас есть стропилина-то. Эту сейчас поставили к ней. Все, нам даже центр ничего не надо. Тупо, нагло, цинично. Ну-ка, Сана, прижимай. Все, по вот этой вот это вот берем вот так вот. Оп. Красным карандашом. Опс, так. Это потом дочертится на месте. Чем-нибудь, линейкой или что положить. Все, черту сделали. Теперь также, ой, не буду название, пока это скажете. Черти, Сана. О. Также. О, начертилось что-то. Бах. Все, это вот этот край отметили. Потом ширину туда нашу накладываем ровненько. Все, чиркой поверху. Все нормально, красиво. Все. Вот и все. И идем туда, на тот край также. Держите, пожалуйста. Там поправляю. Оп. Оп. Ну, твою же матушку. Че, опять все подошло? Как так-то, Сана? Не знаю. Короче, на глаз все дело. Все на глаз. Глаз Все хороший. получилось, да. Ребята, вот видите все. Не надо никаких замысловатых ничего. Все. Глаз алмаз, уровень, линейка, там, веревочка. Все. Вот так вот. Более-менее, скажем так. Не скажу, что идеально, но более-менее. Все, и прихватываем ласточкин хвост. Гвоздь вот так вот. Первый раз молотком работаю. О! Растет. Мажешь когда? Значит, растет. Так, стропила, короче, сделали мы, да? Теперь момент какой? Дальнейшие какие действия? У нас они были длинные, концы-то вот эти же, всякие кривые, мы их подлиннее делали, да? Потом сделали, что по крайней стропилине та крайняя, ну и соответственно та крайняя. В общем, с таким расчетом длину делаем, чтобы у вас лист 4-5 сантиметров свисал здесь и сантиметр 2 как бы от конька отступил сюда, чтобы у нас по коньку была щель. Щель, это крышная щель уже, это не половая. Короче, зазор должен быть. Для чего зазор там сверху? Для вентиляции. Когда подкровельное будет пространство вентилироваться, воздух будет заходить. Этот принцип трубы. Воздух стремится вверх, нагревается железо, там подкровили тепло, и он теплый воздух стремится вверх, холодный вниз. Короче, циркуляция, все это, не будем это вспоминать физику. В общем, вот эта доска нам нужна для чего? Чтобы закрепить на ней торцевую планку. В принципе, если нет торцевой планки, как бы она особо-то как бы не нужна была бы. Пленку-то наколотили бы сюда бы, она пусть бы нам болталась, а сверху там кровлю, все. Но так как торцевая планка сюда наколачивается, нам надо вот зарезать. Мы начали зарезать. Делаем вот эту доску, потом подшиваем карнизную. Потом
на них весятся крюки. И еще для чего вот эта доска? У нас-то, получается, стропила через шаг 60 идет. Как раз для крючков там крюки весятся 40, 50, 60. Там, раньше 40-50 было, сейчас 60 сантиметров. Как раз бы нам на стропила они нормально вставали, крюки-то. У нас как раз 60. Но у некоторых же есть стропила размером шагом метр. Поэтому там необходимо эту доску в любом случае, чтобы весить крюки. Крюки-то все равно надо через 60 максимум весить. Первым-то делом отмерили мы размер стропил в размер, вот все, очертили линию на крайней, засверлили саморез, на ту крайнюю также засверлили саморез, натянули между ними нитку. Вот по этим получилось у нас, по кромкам. Прошли карандашом по нитке, все стропила отметили, вот эту линию. Потом берем уровень, нитку убираем, чтобы она не мешалась. Уровень по черточке подставляем по уровню, раз-раз, и очерчиваем. Все стропила у нас в одной линии по ниточке отрезаны. А потом уже занялись вот этими, выборкой вот этих. Сейчас выберем их и доску зашьем. Торец. Вот эту доску подшили вот с этим резом. Вот рез идет как... Вот эту, чтобы она выше не поднималась. Чтобы потом можно было закрепить вот эту досочку. Красивую, крашеную, морилочкой пропитанную. Вот эту досочку берем, ложим, кладем. Молоток у нас идеальный по уровню. Вообще этот... Ручка по уровню строгалась. На завод специально этих изделий точных возилась. Прикладываем. Вон видим. В упор. Вот эта доска, чтобы она у нас ни туда не ушла, ни туда. Потому что этот край как бы важен нам. Чтобы более-менее ровный был вот этот уголок-то. Все подложили. Все вровень выпирать. Бам-бам, приколотили. Сейчас я тут с краю присяду. А я прилягу. Задница это на шпильку бы не одеться-то. А то на работу-то мужиком приехал, а с работы не мужиком уехал. Да еще с резьбой. Смотрим, короче, что у нас получается. Сделали жолоб, туда под наклоном, все как и рассказывал. Водички налили, сбежала она тут. Ну, капельки еще остаются. Это не страшно, потому что жолоб новый, железо жирное. Плюс швы на силикон все еще садим, где-то с силикончиком. Они капельки как бы вот так вот, как на гусе собираются. Высотой аж сантиметр стоят. Блин, вообще. Все, это потом все уходить будет, все хорошо. Сделали торцевую планку. Вот она. Крепили сразу. В основном все элементы, ну, кроме крючков вот этих вот, остальные все элементы, которые всякие, тюнинг крыши, скажем, доборные всякие, в основном крепятся каждый 30 где-то сантиметров. Плюс-минус там, каждый 30-очку, 30-40. Все это, ну, любые потом уже. Никаких там метр нету, там через полтора, то там берут планку ветровую, на два самореза крутят с одной стороны, с другой она двухметровая, они бам-бам, все, и хватит, такого нету. Встаем, допустим, растягиваешь полотно, трин на степлер. Ну тут следующее надо. Потом раз реечку, и до нее рукой дотянуться можно проколотить. Все, потом накидываем доски, залазим и колотим об решетку. Шаг у обрешетки смешной, потом расскажем. Все, одну сторону, короче, обрешетку наколотили, шпарнули, короче, все закончили, все ништяк, все хорошо. Делаем водосточку, разметка крюков, такой профессиональный метод. Все вровень выровняли. Отметку берем, у нас край трубы, вот труба вот так вот закладывается, вот клепка, она сюда встает. Берем отсюда начальную отметку. Высота планки нашей, торцевая планка, которая накрывается, чуть больше высоты планки торцевой, там на сантиметр можно. Все делаем. Бабам, зацепился, рукава-то, короче, нечего тут желать. Вот она линия, начертили, это просто линию ровную нашли. Получается у нас верхний край, это верхний крюк. То есть нижний самый, получается, линия загиба. Теперь нам нужно знать, что на метр уклон идет 2-5 миллиметров, но сейчас все максимально склоняются 5 миллиметров, на 8 метров, грубо говоря, 4 сантиметра делаем, да и все, не паримся. Все, 4 сантиметра отметили сюда, от этой линии, потом от той точки
на 4 сантиметра. Бахнули. Размечаем. Размечаем. Разметку сделали. Цифры, чтобы нас потом не путаться, там вот в кучу все. Все, теперь загибаем вот по вот этим штукеренцам, которые разметили мы. И у нас уклон будет. Но, ребята, условие одно для вот этой разметки профессиональной, так профессионалы так делают. Одно единственное условие, это для новых крыш, крыша, когда сделана в уровне, все идеально, только для этого, только для таких крыш можно вот такую разметку использовать. Если вы ремонтируете старые дома, ремонтируете крыши, перебираете, там покосившиеся дома, есть крыши там провалены всякие, а водосточку все равно нужно сделать. Делаем по ниточкам. Два угла, как я уже показывал. Если даже высоты вы не уверены, у вас есть старые дома, там делают, там завалены всякие. По высотам не уверены, берете уровень водяной, дешевый там, да, за 120 рублей, 150. Находите уровень по углам, крючок один повесили, один на 4 сантиметра ниже, натянули нитку, и каждый крючок потом идем по ниточке, подставляем, 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 подставляем. И у вас уклон, разуклонка нормально получится. Приготовили мы вчера крюки, не знаю, как будет видно, ну посмотрим, как получилось. Просто нам времени нельзя было терять. Все, мы тут разложили их, они по номерам лежат у нас. Вот номера 1, 2, 3, 3, да, вроде по номерам все. Блин, все как четко, как у вообще нормальных пацанов, блин. Самому нравится, блин. Вот хлястичек такой, хлясь. Под него вот так вот заводим, потом этим зажимаем. Вот и все. Начали укладывать, временно мы накидали сюда. Потом все закрепим, выровняем. Слив. Вот этот сосочек. 20 сантиметров от края отступили. 20 сантиметров. Тынц. Наставили его, очертили. Прорезали дыру ножовкой, как там. Мы болгаркой чиркнули. Болгаркой нельзя, не рекомендуют, не режьте, режьте ножовками. Мы режем болгаркой. Я уже объяснял почему. И вот этим баллончиком сразу, видите, все забрызгали с этой стороны и снаружи также. Все забрызгали, этот край закрасили. Потом одели сосок вот этот и зажали, обжали его. Все, он висит. Есть, короче, специальные крепежи для каких-то отливов, водостоков. Короче, желобов. Как угодно. Принцип-то понятен. Когда они стыкуются, снизу одевается он с резиночкой такой, чпок и на защелке. Все четко, классно. У нас нет, поэтому что мы делаем, как вот с этими обходимся? Мы чеканим. Метод чеканки, только плоскогубцами. Разгибаем край. Вот это вкладывается сюда, потому что вода вот так вот бежит, естественно, отсюда сюда, значит вот этот сюда желоб вкладываться. Трин, 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 да, по ступенькам. Это в садике проходили. Этот край разогнули, а этот наоборот загнули, завальцевали и сплюснули. Вот так вот туда его вставляем. Бах-бах. Все видно? Все. Он вставил. Предварительно, он показал, предварительно нужно намазать силиконом. Берем пистолет, силикон. Есть специальный силикон для кровли, там так и написано, для кровельных систем. Вот так вот. Трин. Ниточку идем. Все, чтобы она у нас не прерывалась. И еще одну. Пистолет такой профессиональный, маленько уже кривоватенький, видавший в жизни. И вот так вот. Все, два буртика таких вот наложили. Вот так. Вот такие места у нас вот эти зачеканочки получаются. Стыки. Тын-тын, все крепко, надежно. После установки водосточки желоба, следующим этапом у нас идет торцевая планка. Вот так вот она выглядит. Кракозябра вот такая вот сбоку. Их существует два вида, первый, второй номер. Первая торцевая планка ставится
за надобностью до желобов, до вот этих крючков, прямо по металлу. Ну все, сделали торцевую планку. Вот она так вот работает. Вода по ней стекает и в желоб. Скотч наклеили. Вон, видите, как кривенько. Мне так нравится, когда все так кривенько, волной. Это же дизайнерский ход. Естественно, среди. Так, ну что, начали мы фигарить мембрану. Вот примерно вот таким вот колхозанским методом. Разматываем ее, идем на степлер, фигарим, потом на бруски вот так вот. Все, что еще? Вот скотч, который был проклеенный. Все приклеили к нему. Ну, конечно, отрывается, не знаю. Ну, до первой зимы точно додержится. Тоже уже на стыке скотч свой. Он видно блестящий. Защитной лентой закрыт. Следующий слой, когда в перехлест, потом этот скотч убирается и проклеивается. Перехлесты в разных местах. Вот стык в этом месте, если у нас досок на этой стропилине, значит следующий на той стороне. Берется расстояние не между обрешеток, а всегда считается центра, по центрам. Поэтому от края первой обрешетки до центра второй 300, старт 300. Последующее 350. Последующий же идет по центрам. Вот от этого центра, от этой обрешетки до центра следующий 350 должно быть. И вот так вот все. Все потом идет по 350. Шаг волны 350. Чтобы у нас волна, она найдет. Бумс. Сюда приземлялась. Мы ее здесь же крепили, где на точке опоры лежит. И следующая волна опять туда приземлялась. Каждая волна, чтобы на обрешетку выпадала. Остается интересный-то вентиляционный поддувало, короче. Здесь ставится сеточка специальная, такая пластиковая сеточка, от якобы, чтобы там мухи, пчелы, там воробьи не жили, тараканы всякие. Но у нас пока ее нету, не привезли, и, наверное, не будет, не знаю. Заказчик не нашел. Короче, обрешетку всю наколотили. Ну, сейчас, если доберемся, там глянем, все как бы. Ну, как объяснил, что там трын-трын-трын, все наколочено, там больше не смотреть, ничего. О, дождик пошел. Теперь что делаем? Теперь нам надо на край, вот где у нас водосточка, водосточная труба, на первую обрешетку добавить еще обрешетку. Короче, пачку сюда скидали. Эти два примеряли, просто стартанули. Все, отсюда будем брать, перетаскивать сюда и закрывать вот эту половину. Потом отсюда брать и ты вот эту половину. Зимовку пополам шоркнули, вот такую вот. Вот она, не переколочена еще до конца. И на самый низ вот бахнули. Но здесь надо вообще получаться лучше 1,5 или 2. Но у нас 25, что делать? На 5 миллиметров выше. Если ее не сделать, крутится в последнюю волну, через волну, в самый низ листы. И их вот так вот загибает, и крыша, может, обратите внимание, они вот такие вот загнутые есть. Такие вот комолые, блин. Короче, снег идет. Но постараюсь все равно что-то объяснить, как что было. Момент первый. Доска, планочка идет с торца. Мы ее прифигачили, вот. Видно. Она делается на высоту волны. Вот какая высота волны есть, вымеряется и поднимается. К той стропиле приколачиваться. Или если у вас идет обрешетка, то к обрешетке она, каждая обрешетине крепится. И за счет этого обрешетка вся закрепляется. Так как у нас стропила выносные, вот, стропила идут, мы эту рейку к стропилине закрепили.
Все, для чего она нужна? Для того, чтобы потом ветровую планку крепить, на нее легла она, чтобы она и низко не прижала, и выше не встала. Чтобы, короче, как роль направляющая она. Положили и прикрепили ее. И будет ровненько, и четенько, красивенько. Смотрели. Вот обрешетка у нас идет. Рейка контробрешетки, обрешетка. И вот верхняя планка. Для чего делали? Чтоб край железа у нас он не повис. Не смотрелся, крыша криво, комола. Там спрашивали, да, ребята, почему, а не задерется ли вверх? Ничего не задерется. Почему? Потому что все листы крепятся вот сюда вот. Вниз. Получается, вот доска там обрешетки вот в этом месте крепится в нижнее. А здесь получается верхний этот шаг-то уже. Вот он здесь внизу. Вот он низ. А здесь вверх. Если мы сюда его прижмем, вот на вот это расстояние, оно край крыши сюда бы притянуло, загнуло. И он край бы упал бы у нас, получается. Так все ровно. Сейчас сбоку смотрим. Видно, да? В каждый шаг, низ, каждый шаг шпарим. В каждую волну получается. Как и все, короче, у нас важно диагонали. С этого угла на тот и на тот. Чтобы ничего никуда не убежало. Это промеряется изначально. Если что-то есть, то закладываться сюда. Отступаем 4-5 сантиметров свес, чтобы у нас в жолоб попадала вода. Ложим, кладем лист. У нас в нашем положении был, получается, один лист во всю длину. Если в 2 листа ложим первый ряд, листы там, какая длина там, нам не важно. Ну, допустим, у нас вот в один. Один лист положили, закрепили вот тот угол, крайний угол, вверху на один саморез. Чтобы была возможность лист вот так вот. Этот сместили на 4-5 сантиметров, свет сделали, там на один саморез бахнули. Все, у нас есть возможность лист двигать. Вот это место, чтобы у нас двигалось. Следующий лист несем. Этот пока не крепим, он на одном саморезе. Второй лист принесли, положили и зафигачили замок. Вот саморез, замок. Вот он. Саморез крутится вот в этот сектор. Вот середина. Середина волны, край. Вот где-то от середины края, примерно между серединой и краем. Вот в это место. Вот сюда. Это замок крепится между собой, и волна как бы закрывается, чтобы ее не открывала. Все, фиганули их там через какое-то это, сделали. 2 листа, короче, скрепили. Потом принесли 3-й лист. Скрепили 3 листа вот на такие замки. К стропилам они не приколочены. Вот у нас полотно из 3 листов, держится на одном саморезе. И все. И потом, если можно, нитку натянуть тут по краю, по вот этому. Или промерить. У нас были по ниточке сделаны... ну, вся конструкция собирать. Это место ровно. Промерили, просто рулеткой сделали 4-5 сантиметров вынос. Все, у нас в пол крыши получается уже параллель есть. То есть мы стартанули ровненько относительно торца крыши. Все, и после этого крепим вот эти все 3 листа, идем. Прокрутили, закрепили. Потом следующий также 2-3 листа уже. Также принесли на один саморез, между собой скрепили, поправили их и опять закрутили. Просто, быстро и точно. А само полотно крепится в шахматном порядке. Как рассчитывайте сами. Вот сюда, вот под волну. Получается, его как бы не видно. Вообще есть такое понятие хорошо собрана крыша, когда сверху, снизу, то есть смотрите, вот этих вот саморезов не должно быть видно. Они в тени находятся, их не видно. Это значит правильно крыша собрана, саморезы. Ни сюда, никуда не крутится. Вот под волну. Максимально близко к волне тут. Ну, 5 мм 7 отступили. Бахнули, короче. Все, он стены. То есть снегозадержатель ставится над стеной. Где у нас маурлат, опора, все. Вот в районе стены, где у нас стена идет. Ниже стены сюда вот на свес ставить нельзя. Выше от стены туда, выше можно. Сандали. Все, а мы обедать, ребята, с вас эти. Ну и кто там еще не подписался, только зашел-то. Ребята, подписывайтесь, научим вам плохим вещам своими руками. Смотрите наши старые видео.